Двойники Чон Чонгука. Как природа копирует золотого Макне и почему даже сам артист в шоке. Приветствую всех любителей поп-культуры, музыки и тех феноменов, которые заставляют нас по-новому взглянуть на теорию вероятностей. Сегодня мы поговорим о человеке, чье лицо знает буквально каждый уголок нашей планеты. Чон Чонгук, золотой Макне легендарной группы BTS, давно перестал быть просто успешным артистом. Он превратился в мировой эталон визуальной привлекательности, харизмы и уникального шарма. Но что, если я скажу вам, что концепция уникальности в нашей Вселенной иногда дает сбой? Существует теория, согласно которой у каждого жителя Земли есть как минимум 7 двойников, разбросанных по разным странам и эпохам. В случае с Чонгуком миллионы фанатов по всему миру превратили поиск этих двойников в настоящее детективное расследование. Самое удивительное заключается в том, что среди этих скрытых близнецов есть не просто случайные люди из социальных сетей, использующие правильные ракурсы или тонны макияжа. В этом списке присутствуют известные актеры, профессиональные музыканты, японские танцоры, маленькие дети и даже реальные победители официальных офлайн-конкурсов подражателей. В ближайшие 20 минут мы детально погрузимся в истории реальных людей, чье сходство с Чонгуком заставило содрогнуться интернет, вызвало шок у медиа и, самое главное, получило личные комментарии от самого золотого Макне. Начнем наше погружение с самой громкой, официально признанной и, пожалуй, самой трогательной истории, которая буквально разорвала корейские и международные медиаплатформы. Речь идет о молодой японской девушке по имени Хираи Сая. Она не планировала становиться звездой кей-попа, не вела блоги о красоте и не пыталась копировать стиль BTS. Хираи Сая стала известна широкой публике исключительно благодаря своей личной жизни, а именно замужеству с известным южнокорейским актером Шим Хён Таком. Когда актер впервые опубликовал фотографии своей невесты в социальных сетях и пара появилась на корейском телевидении в рамках реалити-шоу, в рядах фандома ARMY начался настоящий переполох. Люди не верили своим глазам. На экранах стояла девушка, которая выглядела в точности так, как выглядел Чонгук во времена своего дебюта в 2013 и 2014 годах. Тот же округлый овал лица, те же невероятно выразительные большие глубокие глаза, которые фанаты ласково называют кроличьими глазами, и абсолютно идентичная форма носа и губ. Когда Хираи Сая улыбалась или смущалась перед камерами, сходство становилось настолько пугающим, что корейские новостные порталы начали выпускать сравнительные статьи, одну за другой. Ситуация зашла настолько далеко, что во время одной из своих знаменитых прямых трансляций на платформе Weverse сам Чонгук прочитал комментарий от поклонника, который спрашивал, видел ли он свою женскую копию. Артист не стал отшучиваться или игнорировать этот вопрос. Он искренне рассмеялся, немного смутился и открыто признался на камеру, что видел эти фотографии в интернете и полностью согласен с фандомом. Чонгук буквально сказал, что они действительно очень похожи. Представьте себе уровень этого сходства, если сам оригинал признает в незнакомой девушке свое зеркальное отражение. Позже в интервью Шим Хён Так делился, что его жена Хираи Сая даже не могла нормально спать несколько дней после того, как узнала о словах Чонгука. Ведь такое внимание от главной мировой звезды может шокировать любого человека. Но история на этом не закончилась. Гены и природа продолжили удивлять людей по всему миру, когда у пары родился сын, которого назвали Хару. Как только фотографии подросшего малыша попали в сеть, интернет накрыла вторая волна обсуждений. Маленький Хару унаследовал те самые черты своей матери, которые делают ее похожей на Чонгука. Теперь фанаты шутят, что в Японии официально растет маленькая детская мини-версия Чонгука, созданная самой природой. Если феномен Хираи Саи заключается в природном сходстве мужчины и женщины, то наш следующий пример переносит нас на профессиональную сцену, где сходство подкрепляется еще и одинаковой профессией, энергетикой и стилем одежды. Перенесемся в Японию, где на местной сцене блистает талантливый артист, рэпер и танцор по имени Лэйя Сигучи, являющийся участником популярной японской поп-группы Fantastics. Лэйя Сигучи давно привлекает внимание корейских нетизенов на крупных дискуссионных платформах, таких как Zeku. Однажды пост с его фотографиями и видеозаписями выступлений набрал более 64 тысяч просмотров всего за несколько часов, вызвав бурные дебаты среди музыкальных фанатов.
Когда вы смотрите на Лею Сигучи на сцене, возникает стойкое чувство дежавю. У него потрясающе похожая линия челюсти, пронзительный взгляд из-под челки и манера двигаться, которая очень сильно напоминает сольные выступления Чонгука. Более того, Лея, как и Чонгук, обладает мощным атлетичным телосложением, любит оверсайз одежду, тяжелые ботинки и часто использует те же элементы сценических костюмов. Сходство становится особенно заметным, когда Сигучи собирает волосы назад или делает стрижку малет, которую Чонгук носил в определенные периоды своей карьеры. Фанаты часто монтируют параллельные видеоролики, где движения двух артистов совпадают до миллисекунды, доказывая, что похожими могут быть не только статичные черты лица на фотографиях, но и динамика человеческого тела, мимика во время тяжелой хореографии и манера держать микрофон. Продолжая тему музыкальной индустрии, невозможно обойти стороной еще одного коллегу Чонгука по сцене, но уже внутри южнокорейского музыкального пространства. Речь идет о Сон Джине, лидере и вокалисте известной рок-группы Day6. С самых первых дней дебюта BTS и Day6 внимательные фанаты начали замечать, что между Сон Джином и Чонгуком есть необъяснимая визуальная связь. Их часто называют братьями, которые были разлучены в детстве, или близнецами разного возраста. Если внимательно разобрать структуру их лиц, то можно заметить общую форму носа, схожий разрез глаз и структуру улыбки. Когда Сон Джин и Чонгук искренне смеются, их лица меняются абсолютно одинаковым образом. В корейском интернет-сообществе долгое время циркулировал мем, где фотографии молодого Сон Джина путали с фотографиями Чонгука, и даже опытные армии порой тратили несколько секунд, чтобы понять, кто именно изображен на снимке низкого разрешения. Это сходство создает удивительное ощущение тепла внутри индустрии, ведь оба артиста обладают мощнейшими голосами, невероятной харизмой и искренним отношением к своим поклонникам. От профессиональных артистов давайте шагнем в сторону совершенно уникального социального явления последних лет, которое доказало, что поиск двойников Чонгука стал частью современной массовой культуры. В конце ноября 2024 года в американском городе Чикаго, а именно в парке Пинг Том, произошло событие, которое привлекло внимание мировых СМИ. По аналогии со знаменитыми конкурсами двойников актера Тимоти Шаламе в Нью-Йорке, американские фанаты BTS решили организовать официальный офлайн-конкурс на поиск лучшего двойника Чонгука. На мероприятие пришли десятки молодых парней, которые считали себя похожими на айдола, а вокруг собрались сотни зрителей и судей с плакатами. Победителем этого необычного и веселого состязания стал 20-летний студент и начинающий контент-креатор из Калифорнии по имени Эндрю Александр. История Эндрю Александера удивительна тем, что его сходство с Чонгуком развивалось годами под влиянием его семьи и подписчиков. Еще во времена пандемии коронавируса его родная сестра Эмбер Александр записала подробное 11-минутное видео на YouTube, которое она в шутку назвала процессом превращения своего брата в Чонгука. В этом видео она подобрала для него правильную прическу, стиль одежды и ракурсы. Ролик мгновенно стал вирусным, набрав почти 3 миллиона просмотров. И именно тогда люди начали массово писать в комментариях, что парень обладает невероятным потенциалом стать главным двойником золотого Макне. Готовясь к конкурсу в Чикаго, Эндрю Александр подошел к делу с максимальной точностью и уважением к деталям. Он детально изучил все пирсинги Чонгука, воссоздал его знаменитые временные татуировки на правой руке, надел идентичные серьги и выбрал классический для Чонгука черный оверсайз худи с капюшоном. Когда Эндрю вышел к публике, толпа взорвалась аплодисментами. Конечно, в интернете возникли споры. Некоторые нетезины утверждали, что Эндрю похож на Чонгука только благодаря макияжу, сережкам и одежде, в то время как другие защищали парня, говоря, что его форма лица, улыбка и общая энергетика действительно передают вайб оригинального артиста. Сам Эндрю Александр с юмором относится к своей популярности, продолжая вести блоги и доказывая, что даже обычный американский студент может на один день стать центром внимания всей мировой кей-поп-индустрии благодаря правильной работе над своим образом и природной харизме. Но мир социальных сетей не ограничивается Америкой. Если мы заглянем в TikTok и Instagram, то найдем еще несколько реальных людей, которые построили огромную аудиторию исключительно на том, что природа подарила им внешность Чонгука.
Один из самых ярких примеров в азиатском сегменте интернета – это корейский блогер и модель, известный под ником Сон Хён. Парень долгое время выкладывал короткие видеоролики, где он просто пил кофе, гулял по улицам Сеула или примерял модную одежду. Его аккаунт начал расти по экспоненте, когда алгоритмы ТикТока стали рекомендовать его видео фанатам BTS. Комментарии под его публикациями заполнены тысячами сообщений на английском, корейском, испанском и русском языках, где люди пишут, что на некоторых кадрах они буквально путают его с Чонгуком. Сон Хён использует те же приемы – легкую небрежность в прическе, открытый взгляд, аккуратные украшения и минималистичный уличный стиль. Он не пытается выдавать себя за айдола, не поет его песни под фонограмму, но его естественная внешность заставляет людей задерживать взгляд на экране. Существует и феномен детских двойников, которые вызывают умиление у миллионов людей. В Корее индустрия детской моды развита невероятно сильно, и маленькие дети-модели часто становятся популярными блогерами. В разное время фанаты находили детские фотографии самого Чонгука и сравнивали их с современными детьми-моделями, такими как знаменитый корейский мальчик Ю Гын или юные актеры рекламы. Сходство в данном случае кроется в мимике. Чонгук с детства обладал очень характерными чертами, огромными круглыми глазами, которые мгновенно реагируют на все вокруг, манерой забавно наклонять голову, когда он задумывается, и особенной формой передних зубов, из-за которой его называют кроликом. Когда люди видят детей с точно такими же чертами, это вызывает мощную волну ностальгии по тем временам, когда сам Чонгук был маленьким мальчиком из Пусана, еще не знавшим, что в будущем он станет иконой поколения. Давайте попробуем проанализировать, почему именно Чонгук становится объектом такого частого поиска двойников и почему природа с завидной регулярностью повторяет его черты в абсолютно разных людях. Секрет кроется в уникальном балансе его внешности. В Чонгуке удивительным образом сочетаются очень мягкие, почти детские черты лица и жесткая мужественная костная структура челюсти и скул. Этот баланс создает так называемый универсальный тип красоты, который одинаково сильно привлекает людей в Азии, Европе, Америке и на других континентах. Его большие глаза создают ощущение искренности и открытости, а четкие линии лица добавляют строгости. Именно поэтому, когда мы видим девушку вроде Хираи Саи, у которой преобладают мягкие черты Чонгука, мы сразу узнаем его лицо. Когда мы видим японского рэпера Лэйю Сигучи, у которого ярче выражена жесткая сценическая структура и челюсть, мы снова видим Чонгука. Природа словно разобрала лицо артиста на отдельные составляющие и распределили их между людьми по всему миру. Важно отметить, как сам фандом и медиа относятся к этим двойникам. В большинстве случаев это вызывает исключительно позитивные эмоции, добрые шутки и поддержку. Люди подписываются на аккаунты двойников, пишут им комплименты и помогают развивать их собственное творчество. Тот же Эндрю Александр получил огромный толчок для своей карьеры контент-креатора после победы в Чикаго. Хираи Сая стала любимицей корейских телезрителей, и люди с огромным интересом следят за ее семейной жизнью с Шим Хён Таком, радуясь каждому их появлению на экране. Это показывает, что любовь к Чонгуку настолько велика, что она трансформируется в теплое отношение ко всем, кто хотя бы частично напоминает людям их кумира. Однако за всей этой историей с двойниками скрывается одна очень важная и глубокая истина, о которой часто говорят сами фанаты и исследователи поп-культуры. Можно идеально скопировать прическу, можно потратить месяцы на то, чтобы набить точно такие же татуировки на руке, можно купить ту же одежду, сделать идентичные проколы на лице и научиться смотреть в камеру под нужным углом, как это делают профессиональные подражатели или блогеры. Можно даже родиться с лицом, которое на 90% совпадает с лицом Чонгука, как это случилось с Хираи Саей. Но есть то, что скопировать или повторить абсолютно невозможно. Это уникальный жизненный путь, невероятное трудолюбие и та самая внутренняя энергия, которая сделала Чон Чонгука тем, кем он является сегодня. Вспомните историю самого Чонгука. Он пришел в агентство Big Hit совсем ребенком, когда ему было всего 15 лет. Он был настолько застенчивым мальчиком, что не мог начать петь, если его просили об этом, и часто плакал, когда сталкивался с первыми серьезными трудностями на тренировках. Ему пришлось переступить через свои страхи, уехать из родного Пусана в Сеул,
круглыми сутками тренироваться в танцевальных залах, спать по несколько часов в сутки и буквально воспитываться старшими участниками группы BTS. Именно этот тяжелейший труд, преодоление себя, годы гастролей, падений и взлетов сформировали его характер, его взгляд на сцене и его уникальную харизму. Когда Чонгук выходит на сцену перед десятками тысяч зрителей на стадионе, люди смотрят не просто на красивое лицо с правильными пропорциями. Они смотрят на артиста, который отдает всего себя без остатка каждой ноте, каждому движению и каждому человеку в зале. Они видят его невероятный вокал, его способность контролировать дыхание во время сложнейших прыжков и ту необъяснимую магию, которая заставляет стадионы замирать от восторга. Поэтому существование точных копий и двойников – это потрясающий, увлекательный и очень веселый феномен природы и социальных сетей. Это доказывает, насколько сильно Чонгук интегрирован в мировую культуру, если люди готовы собираться в парках других стран, чтобы просто выбрать человека, похожего на него. Это дарит нам удивительные истории, вроде признания Хираи Саи самим Чонгуком, что навсегда останется в золотом фонде моментов фандома ARMY. Это позволяет молодым талантливым ребятам, вроде Леи Сигучи или Эндрю Александера, находить новых зрителей и делиться своим творчеством. Но в конечном итоге все эти поиски и сравнения лишь сильнее подчеркивают одну простую вещь. Золотой Макне Чон Чонгук единственный и неповторимый в своем роде. Его лицо может повториться в линиях судьбы другого человека, но его душа, его голос, его талант и его след в истории мировой музыки останутся уникальным достоянием, которое невозможно продублировать ни в одной лаборатории мира и ни в одном совпадении природы. На этом наше масштабное путешествие по миру двойников Чонгука подходит к концу. Мы детально разобрали примеры реальных людей, чьи лица и судьбы пересеклись с образом великого артиста. Каждая из этих историй уникальна по-своему. Кто-то обрел семейное счастье под прицелом миллионов глаз, кто-то выиграл конкурс и стал локальной знаменитостью, а кто-то продолжает развивать свою собственную музыкальную карьеру, неся в себе черты легенды. Надеюсь, это повествование позволило вам глубже взглянуть на этот феномен и еще раз восхититься тем, как удивительно устроен наш мир, где красота и талант способны объединять миллионы людей через границы, языки и даже через простые человеческие лица.